Друзья, всем привет! Сегодня хочу предложить вам приготовить очень ароматное, вкусное блюдо. Оно такое, знаете, уютное, домашнее. Я предпочитаю готовить это блюдо в субботу или воскресенье, когда дом наполняется ароматом свежей выпечки, скажем так, и вся семья ищет кухню по запаху, наверное, так можно это сказать. Это оладьи дрожжевые. В принципе, моя и мама, и бабушка, они всегда готовили дрожжевые оладьи. И как-то уже с течением времени все мы привыкли к оладушкам на разрыхлителе. Но сегодня я предлагаю приготовить вам дрожжевые оладьи. И пусть вас не пугают дрожжи, все готовится очень легко, довольно-таки быстро и просто. Все обязательно получится. Ну что, давайте начинать. Для приготовления дрожжевых оладий нам понадобится 200 мл молока, 5 граммов сахара, плюс ванильный сахар по желанию, 2 грамма сухих дрожжей, 150 граммов муки, 20 мл растительного масла и щепотка соли, а также еще немного растительного масла для обжарки. Просеиваем муку через сито. Сюда же отправляем сахар, можно использовать дополнительно ванильный сахар и сухие дрожжи. Перемешиваем венчиком и отставляем буквально минут на 10. Мука с дрожжами постояла 10 минут, добавляем сюда соль, чуть теплое, не более 40 градусов молоко. И сюда же растительное масло. Вымешиваем до однородной консистенции, без комочков и крупинок. В современном мире можно схитрить и пробить буквально 20 секунд блендером, все станет супер гладким. Можно и так поступить. Наше тесто готово. Вот такое гладкое, красивое, эластичное. Так. Накрываем миску пищевой пленкой или чистым полотенцем и отставляем в теплое место без сквозняков приблизительно на 30-40 минут. Тесто должно хорошенько подняться. Посмотрите, тесто прекрасно подошло. Включаем сковородку. Выливаем небольшое количество растительного масла. Сковородка должна хорошо разогреться. Так, выкладываем на нее наше тесто. Обжариваем до золотистой корочки. С одной и с другой стороны. Переворачиваем. Когда вы перевернете оладьи, накройте их крышкой. Так оладьи получатся еще пышнее. Выкладываем оладьи на бумажное полотенце, чтобы полотенце впитало в себя лишний жир. Оладьи готовы. Кушать их нужно практически сразу, не горячими, но чуть тепленькими. Ни в коем случае не убирать их в холодильник, иначе после холодильника они совсем никакие. У меня здесь небольшая порция, буквально на 3 человека, на небольшую семью, котам не хватит. Так, это мой любимый вишневый конфитюр. Может быть, конечно, сметанка или какой-нибудь апельсиновый конфитюр. Кстати, оладьи получаются такие слабо-сладкие, скажем так, потому как я учитываю, что подавать я их буду с конфитюром. Если вы будете подавать со сметанкой, можно добавить чуть больше сахара или сахар соединить со сметаной, или сметану с медом, а лучше еще маскарпоне с медом. Вуаля, наш завтрак готов! Давайте покажу вам, как наши оладьи выглядят внутри.
Вот такие пушистые, нежные, воздушные. Обожаю эти оладьи именно с вишневым конфитюром, кисленьким, как я люблю. Обязательно приготовьте их дома, порадуйте себя и близких. Ну что я вас уговариваю? Уверена, что вы обязательно их приготовите. Я как только начинаю готовить оладьи, именно, наверное, на процессе жарки, у меня сразу всплывает в голове мама, бабушка. Уверена, сегодняшнее видео было для вас интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, готовьте с удовольствием. Пока!